Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рядом со мной Сергей. Мы рады всех видеть на нашем парфюмерном канале. Сегодня мы будем обозревать сет от бренда Memo, французский нишевый дом. Считается типа такой лакшери. У них все такое не очень дешевое, все такое золотая коробочка. Мы не все ароматы знаем у этого бренда, но с некоторыми и знакомы даже. Мы подходили уже несколько раз, несколько ароматов у нас уже было. Что-то мы даже из этого сета довольно хорошо знаем, но в целом... Бренд интересный, достойные ароматы, не дешевые, но они стоят своих денег какие-то. Ну, как обычно, собственно. Да, давайте вместе с вами это откроем. Как это выглядит? Вау! Ну, это уже какое-то новое оформление. Раньше другое было у них. Я видел, что коробки у них стали красивые очень. Вот внутри они так раскрываются, там такой конструктор практически. И красивые картинки. Так, ароматы находятся. В подарок хорошо, на самом деле. В подарок отлично. Но без скидки не стоит покупать. Угу. Есть такая книженция. Вообще этот дом основали Клара Молли и ее муж Джон. Вот их фотография. Слушай, а они же флорайку сделали, да? Кстати, они также директора парфюмерного дома Флорайку. Такая книженция с ароматами. И на другой стороне все так же. И тут про эти ароматы же и написано, да? Да, только здесь на английском языке, там на французском. Французская марка. Начнем с первого аромата. Называется он Инли. Если я правильно вообще произношу это название. Я не знаком с этим ароматом. А ты? Какой классный старт. Вау. Ну, цитрусовый. Понятно, цитрусовый старт, очень яркий. Цветочки сразу пошли. Но это и цветочный, да. Угу. Возможно, даже такое что-то жвачное, цветочное. Дает жвачку. Значит, тубероза. Угу. Или магнолия. Ой, и здесь еще и что-то такое неприятное, немножко мерзкое для меня. Какая-то... Вот ты сказал жвачность, а мне вот какая-то лягушка чудится, не знаю. Какая лягушка? Подожди, какая-то зеленуха такая ботва, знаешь, типа крапива или борщевик какой-нибудь. Вот я не знаю, какая-то такая не совсем съедобная трава. Короче, почувствовал что-то зеленое. Да, травянистое. Очень много, да. Угу. Вот, кстати, я тоже соглашусь, в какой-то степени он хорошо. Такая картина, лето, поляна, много цветов. Но он странненький, то есть вот такая зелень немножко... С фруктами, еще чувствую фрукты, которые дают сладость. Слушай, а это бренд же типа посвящен путешествиям, все такое, Инли, да. Что, город какой-нибудь? Ну-ка, тут карта, может, что-нибудь есть. Мы не готовились, сразу говорю, мы не читали, какие там ноты, чему посвящены были эти ароматы. Вот смотри, Инли находится вот здесь, на этой карте, непонятно чего. Вот, можешь... Ты лучше с географией, так что давай разбирайся. Что такое Инли? Но мне, кстати, нравится. Я даже немного чувствую здесь табачность небольшую. Вот сейчас появляется табачок. Вообще аромат нравится. Если оценивать по 10-бальной шкале, вот так сходу сказать, аромат довольно-таки приятный. И считаю, что это полностью унисекс, подойдет и мужчинам, так и женщинам. Древесности я особо здесь не чувствую. Так, ну что, будем ко второму переходить, а пока я почитаю ноты. Это бергамот из трав вот этих, это мята, артемизия. Возможно, они меня тут смутили. И белые цветы действительно есть. Есть жасмин, есть османтус. Добавили абстрактные специи, мате, ирис, мускус и кедр. Вот, ну, замес не очень очевидный.
Ну, вот этот травяной блок на любителя, честно. Ну, жасмин, да? Белый, точно. Вот цветы. Больше я чувствую цветы и зелень, да. Какой следующий аромат? Французская кожа. Вот французскую кожу я помню. Это... Прям роза. Роза кожа. Но это не такая роза кожа, как у Маля. Роза Cure есть, она отличается. Там какая-то картофельная ботва, но он классный. А здесь другая. А здесь уже роза такая немного с черным перчиком, со специями. И она такая прям чистая. Она прям какая-то немного холодная роза. Да ты что, это роза просто в коже. То есть это прям кожаная роза. Она непрозрачная какая-то утренняя роза. Это такая в кожанке такая идет женщина суровая. Это много черного перца. С перца. болгарскими розами. Черного перца много здесь чувствую. А ты чувствуешь металличность? Вот я чувствую металличность, какой-то холодок, вот есть какая-то свежесть, что-то какое-то свежее. Но много перца. Но это тоже носибельно, и опять же это нишевая парфюмерия. Не всем понравится, но интересно. Это довольно-таки, согласен, носибельно и красиво. Если по 10-бальной шкале также вот сходу оценивать, я его оценю на 7. Хороший аромат. Какие-то фрукты еще стали. Вот дальше какие-то фрукты. Так, по нотам здесь понятно. Роза. Написано розовая вода. Замша, лайм, розовый перец, можжевельник, мускатный шалфей, кедр, смолы и ветивер. Отлично. Ну, неплохая роза, да. Если вы любите еще и кожу. Хитовый их бестселлер, аромат, один из популярных у мема, называется Марфа. Марфа, она, кстати, такая популярная, то что в магазине, когда знакомишься с этим брендом, Марфы часто нету тестеров, да вообще в наличии бывает, часто нет, да. Почему-то я не понимаю ее популярность, я не знаю. Это вот чисто такой также белоцветочный аромат, очень много белых цветов здесь. И довольно-таки очень много сладости и мускуса. Здесь прям очень много мускуса. По популярности Марфа на 2-м месте после африканской кожи, которая тоже есть в этой подборке, но она последняя. Ну, тоже популярный. Ну, как я бы сказал, да, то, что 2-й по популярности, да. Ну, я знаю просто немножко историю. Марфа — это типа туберозный аромат. Один из самых а-ля лучших туберозных ароматов, наверное. Я не люблю туберозные ароматы, и меня это поддушивает часто. Вот. Но это сладко, белоцветочно. Но он интересный. Я чувствую еще какую-то такую морковность, как будто бы корень ириса. Я даже нанесу сейчас на кожу и в конце видео расскажу, чем же она раскроется. Это Марфа, какая она на самом деле. Ой. Какой отважный человек. Потому что я не понимаю ее популярности. Вот я также на блоттере ее нюхаю, и она для меня такая же какая-то очень душная. Она душная, меня прям да, душит. Она такая громкая, да. Может быть, это такой эффект блоттер дает? Вот, может быть, на коже все-таки по-другому? Ну нет, вот, она будет... Скажу это в конце видео. Балл. Наверное, скажу в конце видео. Потому что я нанес на кожу. То сейчас 2, а потом вдруг будет 10. Пока что 4 даже. Ну, довольно низко, да. Ну, в общем, что, да, это туберозный аромат. Также здесь иланг. Вот, чаша дает иланг. Нечто агава, на старте цветок апельсина, мандарин. И в базе кедр, мускус, сандал, ваниль. База стандартная, но получается такой замес фруктовой туберозы с жестко-цветочным илангом. Ну, тяжелый аромат, но, наверное, он будет стойким и все такое. Это такой флакон прикольный, таким большим глазом. С глазом Марфы. Следующий аромат называется Лалибелла. Лалибелла, вот я не знаю никакой истории. Я тоже. Я первый раз его нюхаю. Лалибелла — это какой-то персонаж. Белла — это красивый. Лали. О, что меня
от Лалибеллы разболелась голова. Вот он тоже такой же плотный, довольно густой, как и Марфа. Тоже цветочный замес. Прям в голову, прям до мозга дошла эта Лалибелла. Наверное, это женщина с историей, да. Но это тоже сладкий аромат. Возможно, чувствую здесь пачули. Как-то пачули. Много. Ну да, вполне. Ну, я бы тоже поставил на какую-нибудь и белоцветочную штуку. Цветочков много. Угу. Ну, возможно, здесь несколько направлений. И желто-цветочный, и роза та же. Вот Лалибелла странный. Вот его сложно уловить. Есть определенная лимонадность. Возможно, цитрусы дают что-то иногда. Амбровые компоненты. Типа как апопонакс. Может быть, какой-нибудь бальзамчик подложили сюда. Слушай, чем больше я нюхаю, тем больше мне нравится, на самом деле. Хотя старт не очень. Да, я уважительно отношусь к бренду Мема. Мне нравятся их ароматы, мне нравятся их флаконы, их стиль. Довольно-таки все очень классно сделано, недешево. Это не выглядит недешево. То есть стильно, классно. Модно, молодежно. Да. Добавишь что-нибудь еще к нотам или уже смотрим? Пачули. Ставлю на пачули и амбру. Много амбры. Пачули и амбра. И баллы? Балл 5. Двоякие чувства, непонятно. Итак, это цветочный сладкий ванильный. Да, намешано разных здесь цветов. Здесь есть и роза, и жасмин, и орхидея, и амбровая составляющая лавдану дает такой эффект. Действительно, пачули, какие-то древесные ноты, ладан тот же, табак, ваниль, кокос, пион. Интересный. Наверное, пион. Ты любишь пионы в ароматах? Да и кокос? Ну, здесь помимо пиона, его тут может быть 0,01%. Ирландская кожа. Ну, это мы и знаем. Был когда-то от Левантик. Угу. О, класс. Я люблю ирландскую или кожу. итальянская? Ирландская. Irish Laser. Класс. Слушай, мне тоже какой-то ботвой томатный отдает немножко. Ну, кстати, да. Как и итальянской. Есть такая ботва, листочки вот эти от помидора. Угу. Но я как помню, по-моему, здесь много можжевельника, что-то хвойное, много зелени. Вообще Ирландия это же зеленый цвет. Угу. Но вообще вот эта вот кожа уже намного больше кожи чувствуется, чем французской. Угу. И если цветы есть, то их тут не очень много. Мне кажется, что здесь есть ирис в каком-то виде. Либо корень, либо цветок. Согласен. Дает такую немножко пыльность. Немного припыленный такой. Ну вот это уже классный. Вот это уже аромат, который можно узнать. Он такой... Его можно заметный даже. Спутать с итальянской, на самом деле. Да, вот есть в итальянской коже лист томатного этого растения, лист томата. Да. И вот здесь что-то похожее, но они отличаются на самом деле. Томатная кожа, итальянская кожа, она более сладкая, наверное, чуть более сладкая. К сожалению, она потом уходит в сладкую конфетку, такую приятную. Ну, как, к сожалению для тебя, но к счастью для многих других, потому что итальянская, она в топ-5 находится, да. Не, итальянская хороша. Мне вообще это самый первый флакон был от Мема, итальянская кожа, который понравился. Часто его носил, и вообще считаю, что итальянская кожа идеально подойдет на лето. Это вообще аромат лета, итальянская кожа. Ну что, сколько поставишь? Ирландской поставлю 8. Прям заслуженную 8. Я считаю, это неплохой аромат для него. И... Ну, мне пока что тоже больше всего нравится. Он более такой яркий, интересный. И да, интересно его нюхать. Действительно, ягоды можжевельника, кожа, мате. Я не чувствую здесь этого. Есть амбра и бобы такая. Нот заявлено довольно мало, но нюхать можно много. Интересный, богатый аромат. Как по мне, да.
Следующий аромат называется Iberian. Iberian Leather или просто... Iberian Leather. То есть иберийская кожа теперь, да? Иберийская. Тоже впервые его слушаю, этот аромат. Где Иберия? Должна быть на карте. Тут такая карта, типа, да? Где это? Давай, ты знаешь географию. Кичи своими знаниями. Ой, это вонюченькая. Это прям вонючка. Ну, приятная вонючность, я имею в виду. То есть... Как лекарственность. Не бомжи, не что-то вот из этого садонаса сейчас. На старте мне пахнет каким-то корвалолом или валерьянкой. Что-то такое травянистое. Слушай, наверное, это будет этот шалфей. Шалфей, возможно, да, такой дает. Прям аптечка. Но аптечка из трав. Ну, понятно, здесь тоже чувствуется кожаный аккорд, похоже, как в итальянской и ирландской кожах. Прям вообще пахнет корвалолом. Что это за аромат корвалола и валерьянки? Это будет валерьянка, точно. Любимый аромат для котов. Слушай, нужно кому-нибудь сдать в рот понюхать. Джинджеру. Слушай, правда, кроме каких-то таких трав, как сложно вычленить, что именно там боярышник, да? И плюс кожа. Может быть, немножко кофейных нот, орехов. Да, вот сейчас уходит. Специй каких-то. Тоже, к слову, интересно. Но из-за того, что вот такой вот эффект с больничкой ставит его на планку ниже, чем сейчас предыдущий. Эта трава немножко подуселась. И, возможно, здесь уда есть. Мне кажется, удово издает вот эту прям копчено-горелость какую-то. Ну, это прям очень прям такой сильный, напористый характер у этого аромата. Прям очень такая мощь сильная. Возможно, понравится парням, кто любит Black Afghan. Вот что-то немного в блэк-афгановскую историю уходит. Такие шпалы, но в то же время с такой кожей, кирзачная кожа, такая грубая очень. И оценка? Так, оценка... Тоже 8. Наверное, поставлю тоже 8. Интересно. Он очень такой прям громкий аромат. Я бы хотел бы его даже поразнашивать после этого видео. Боже, ну тут мы не будем это все читать и по нотам вот в этой вставим коже. Ну вот смотрите, вот смотрите, сколько просто миллиард этих нот. Ну, действительно, есть ут, кожа, есть пихтовый бальзам. Из того, что могу нам так подванивать. Может быть, это гвоздика, розмарин, кориандр. Вообще всего. Поэтому замес мощный. Мне кажется, на коже может вывести по-разному. Вот у тебя 2 раз. Кстати, рекомендую. Действительно, кто любит Black Afghan и кто хочет что-то разнообразить, это похоже, и это очень красиво, на самом деле интересно. Смотрю, как будет на коже. И последний в этом сете аромат называется «Африканская». Есть у тебя флакон? Да. Может, даже показать. Покажу флакончик. Так я уже недавно говорил то, что вначале я купил итальянскую кожу, мне итальянская кожа очень понравилась за счет своей необычности вот этого помидорного листа. Но со временем мне не нравилось то, что уходит в конфетку. И я с Сергеем состою в группе в парфюмерной. У нас там есть человек, организатор этой группы, который предложил обменяться итальянскую кожу на африканскую. И вот так выглядят вообще у них флаконы полноразмерные. Здесь такой леопард. И африканская кожа теперь осталась в моем сердечке. Мне очень нравится. Я доволен обмену. Ну, а Тане, к слову, нравится больше итальянская, да. Потому что ей больше нравится, что она в сладость уходит как раз-таки, да. Да. И у нас вот как раз такой равноценный обмен, такой приятный произошел. Вот. Ну, это тоже, опять же, кожа, всяких бальзамов. И мне здесь слышится эта кора, которая, знаешь, это чай мате, либо ройбуш чай.
либо какое-то сухотравье, но оно такое все ароматное, все такое пахучее, пропитано всякими бальзамами. Для меня это вот чай, который приготовлен на костре, на природе. Здесь специй много, я чувствую. Возможно, и кардамон, кстати, и какая-то вот подкопченая ваниль. Такая торжественная кожа, и я считаю, что этот аромат, он подойдет именно для торжественных случаев. Пойти там на день рождения, на какую-то там вечеринку, на праздник, на Новый год его идеально нанести. Такие торжественные случаи, которые требуют дресс-кода даже. То есть, например, на спортивном человеке или просто пойти в магазин, я считаю, это будет неуместно вообще. То есть с ним пойти погулять просто так? Нет. Ему надо соответствовать в плане дресс-кода и настроения. Ну, как бы да, но у меня другое мнение про ароматы, что можно наносить когда угодно, когда хочется, когда нравится, потому что это для себя должно быть в первую очередь. Конечно, я согласен, но бывает, когда аромат, он завершает твой образ. Да. То есть, когда ты надел, например, там, красивую рубашку, там, брюки, там, туфли, грубо говоря. Сейчас вот так. Да, там, смокинги, там, пиджак, галстук. Надел, и ты нанес на себя африканскую кожу, ты просто завершил свой образ, понимаешь? Я вот про это. Да, образ африканского джентльмена. Хорошо, в общем, здесь, ну, явно 10, да, у тебя будет? Да, 10 баллов из 10 однозначно. Кожа и правда кардамона, все это шафран ут, пачули, герань, кумин, бергамот, ветивер, мускус. Ну, вот эта мощь ут шафран. Стандартное направление, но здесь оно более все-таки интересное, чем тот же Tom Ford, либо там Promise, либо там еще видел Лондон, вот их легион, да, кто делает такие профили. Это особенный, то есть он заафриканен как-то, каким-то таким образом он будет выделяться. Он не похож ни на какие ароматы, вообще ни на какие. Может быть, это кумин, то есть вот он специи какой-то выдает. Хотя я не люблю кумин, вот я не люблю вот эти все кардамоны, кумины и тому подобное, там зира, вообще. Но здесь это так красиво и классно. То есть кумина здесь, наверное, мало. Так, скажу тогда про Марфу. Как она... Вот Марфа, она вообще на самом деле подутихла и стала такая... Такая противная стала. Такая шершавая какая-то. Короче, пахнет какой-то вареной кукурузой. Ну вот, знаешь? Не надо, спасибо. Тот аромат, который я нанес на руку, называется Iberian Leather. Да, вот это уже поинтереснее должно быть. Вот, Iberian Leather. Слушай, она такая вонючненькая на тебе, то есть она с характером. Такой прям больше мужской, что аромат. Да, это стопудово. Вот в тему, возможно, Терони, тема Black Afghana, вот удовая копченость, дымность, кожа, кирзовые сапоги, что-то такая вот класс. Ну, у меня, наверное, топчик из этого будет Irish Leather. Все-таки ирландская кожа. Для меня, конечно же, африканская. И очень нравится. Вообще, в любой сезон можно носить и кайфовать. Очень кайфовый аромат. Прям рекомендацион всем. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, было кому-то интересно. Если было интересно, обязательно ставьте лайк. Не забывайте, напишите комментарии. Если у вас ароматы мема и, возможно, ваша хотелка, и вы хотите в будущем приобрести, нам будет интересно почитать ваши комментарии. Всем отличного настроения и всем классно пахнуть. Всем goodbye. Поставьте палец вверх, это мотивирует делать новое видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И бейте в колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски.